Знаете, что общего между миротворческими силами ООН, геологами в Сибири и контрабандистами в джунглях Амазонки? Правильно, они все ездят на одних и тех же 5 машинах, уже 30 лет, и менять не собираются. Не потому что нет денег на новое, а потому что новое хуже. Это не ностальгия, это математика. Сегодня я расскажу вам, какие 5 внедорожников выбирают люди, которым ломаться буквально нельзя, и почему эти машины до сих пор можно купить за разумные деньги. Смотрите до конца, 5-я машина вас удивит. Начнем с машины, которая не нуждается в представлении, но я все равно представлю, потому что масштаб этой легенды большинство людей просто не осознает. Toyota Land Cruiser 70-й серии любима, почитаема фермерами и охотниками, уважаема сотрудниками ООН и экологами всего мира. Это не реклама, это просто список людей, которые выбирают одну и ту же машину уже 40 лет. Когда ваш внедорожник одновременно используют миротворцы ООН и те, против кого эти миротворцы работают, это называется универсальность. Итак, что внутри? 70-я серия выпускается непрерывно с 1984 года, 40 с лишним лет без остановки. Пока другие производители меняли платформы, добавляли экраны и придумывали новые названия, Toyota просто продолжала делать одну и ту же машину, потому что зачем менять то, что работает? Мотор 1HZ, 4,2 литра атмосферного дизеля, может и не отличается выдающейся мощностью, но обладает хорошей тяговитостью и считается самым надежным и неприхотливым из тойотовских дизелей. Он не быстрый, он просто едет. Всегда, везде, в любую погоду. Коробки передач подобны моторам. Надежность и ресурс едва ли не соответствуют таковым у двигателей. Уничтожить агрегаты можно только эксплуатацией, тяжелой, внедорожной. То есть, чтобы убить эту машину, нужно очень постараться. Большинство владельцев не справляются. Хорошие экземпляры 80-х-90-х годов от 1 миллиона рублей. В августе 2023 года Toyota представила очередное крупное обновление Land Cruiser 70, культового внедорожника, который непрерывно выпускается с 1984 года. Новый стоит значительно дороже, но старый едет точно так же. Это и есть главный секрет 70-ки. Она не стареет, она просто накапливает опыт. Машина номер 2 – Nissan Patrol Y60, он же Safari. Если Land Cruiser 70-й серии это тихий профессионал, который просто делает свою работу, то Patrol Y60 это его более шумный сосед, который тоже делает свою работу, но при этом обязательно расскажет вам об этом громко, с выхлопом. Четвертое поколение Patrol с индексом Y60 вышло на рынок в 1987 году. В Японии он назывался Safari, в память об удачах на поприще ралли-рейдов. И это не просто красивое название. Y60 стал первым патролом с пружинной подвеской, что серьезно улучшило проходимость и управляемость на бездорожье. До этого Nissan ездил на рессорах, как трактор, только японский. Что внутри? Простая и надежная конструкция, мощная рама, высокие внедорожные способности, недорогое обслуживание. Звучит как рекламный буклет, но это просто список того, чем этот автомобиль реально является. Владелец одного из Y60 ездил на нем 6 лет практически каждый день. Покатушки, экспедиции, соревнования, на следующий день на работу. Время, затраченное на машину, в основном плановое ТО и улучшение. Не ремонт, улучшение. Почувствуйте разницу. Моторы. Вот здесь внимание. TD42 атмосферный дизель – отличная тяга на низах, надежный и долговечный. TD42T Turbo хорош и на низах, и на трассе. TB42 бензиновый, такой же надежный и долговечный, как TD42. 3 мотора, все хорошие. Nissan просто не оставил вам шанса ошибиться с выбором. Но вот о чем молчат продавцы. Рама и нижние части кузова особенно подвержены коррозии. Внутренние полости рамы забиваются грязью. Выбор Y60 надо корректировать с поправкой на низкую коррозионную стойкость кузовов. Иными словами, берете Patrol, сразу везете на антикор. Не через год, не через месяц, сразу, в день покупки. Это не рекомендация, это правило выживания. Бюджет. До 1 миллиона найти Y60 в нормальном состоянии можно, но сложно. Хорошие экземпляры уходят быстро, потому что люди, которые понимают. Переходим к третьей машине. И вот тут начинается самое интересное. Машина номер 3 – Mitsubishi Pajero второго поколения. Вот мы и добрались до середины нашего списка, и именно здесь машина, которую знают все, которую уважают все, и которую называют одним словом – король. Король пустыни.
Первый же Париж-Дакар стал для Паджеро победоносным, а всего за время существования модели выигрывать самую престижную в своем классе мировую гонку удавалось 8 раз. 8. Не 2, не 3, 8. Для сравнения, некоторые производители за всю историю не выигрывали ни разу. Паджеро выигрывал столько, что в какой-то момент организаторы просто устали смотреть на японцев на подиуме. Итак, что внутри второго поколения? Кузов V30 производился с 1991 по 2000 год, а на ряде рынков лицензионная сборка шла до 2012 года. 20 лет выпуска. Это не модель, это философия. Моторов много. Бензин 2.4, 3.0, 3.5. Дизель 2.5 и 2.8. Самый надежный выбор – механическая коробка серии V5 M31. Она агрегатируется с большой прочной раздаткой, и ее проблемы сводятся к потере масла и износу синхронизаторов второй и третьей передач. То есть почти нет проблем. Это не опечатка. Стоп, сейчас скажу кое-что, чего не пишут в обзорах. У Паджеро второго поколения полностью независимая подвеска. Никакой пневматики, никаких мостов. Жесткая, но надежная. И недорогие запасные части и сервисное обслуживание. Это правда, не рекламный текст. Это владельцы пишут сами, добровольно, без принуждения. Но вот что важно знать перед покупкой. Вискомуфта подключения полного привода с возрастом теряет эффективность. Пневматика глючит. Все системы нужно проверить при покупке. Цена восстановления может быть до нелепого большой. Иными словами, берете Паджеро 2, первым делом проверяете полный привод. Все включается, все работает, берете, не задумываясь. Что-то мигает, торгуйтесь беспощадно. Бюджет сегодня от 250 до 450 тысяч рублей за живой экземпляр. Обслуживание и запасные части доступны, что делает его популярным выбором на вторичном рынке. Машина, которая 8 раз выиграла Дакар и стоит как поддержанный городской автомобиль. Несправедливо? Для покупателя нет, для машины тоже нет. Она привыкла побеждать в любых условиях. Переходим к четвертой, и вот тут неожиданный поворот. Машина номер 4 Jeep Wrangler TJ от 1997 до 2006. А вот и обещанный неожиданный поворот. В списке машин, которые переживут апокалипсис, американец. Да, вы не ослышались. Американский внедорожник в компании японских легенд. Сейчас объясню, почему он здесь заслуженно. Wrangler TJ – второе поколение современного Wrangler, производившееся с 1997 по 2006 год. Это поколение вернуло культовые круглые фары, которые определяли классический дизайн джипа. Мелочь? Нет. Это сигнал. Инженеры наконец перестали экспериментировать и вернулись к истокам, к тому, что работало, и сделали хорошую машину. Что внутри? Из трех моторов 2.4, 2.5, 4.0 литра наилучших рекомендаций достоин 6-цилиндровый объемом 4 литра. Да, он прожорлив, 16-18 литров на 100, но обладает высоким крутящим моментом и считается самым надежным. Прожорливый, но надежный – это как раз про апокалипсис. Бензин закончится позже, чем сломается машина. Система полного привода самая простая. Вся мощность передается на заднюю ось, передняя подключается вручную, только во время остановки и только вне нормальных дорог. Никакой электроники, никаких муфт, рычаг и вперед, буквально. Стоп. Вот что важно знать про Wrangler TJ и о чем обычно молчат. У Wrangler'ов поколения JK и JL есть знаменитая Death Wobble. Передние колеса начинают трястись после удара на скорости, так что машину почти не контролируешь. Но, внимание! Wrangler'ы из 96 года, включая TJ, этой проблемы не имеют. Редизайн тормозной системы устранил дефект. TJ попал в правильное окно, как раз между проблемами предшественника и проблемами преемника. Это называется удача. Или японская точность американского производителя. Шутка. Jeep Wrangler TJ крепкий и не чрезмерно дорогой в эксплуатации автомобиль с хорошими внедорожными качествами и хорошим доступом к альтернативным запчастям. Бюджет сегодня от 700 тысяч рублей до миллиона за живой экземпляр с мотором 4 литра. Ищите именно его. Остальные моторы тоже живут, но этот живет дольше всех. Почти как сам Wrangler. И последняя перед финальной машиной. Пятая машина в нашем списке – та самая, которую я обещал в начале. Та, которая вас удивит. Уже следующая. Не переключайтесь. Машина номер 5 Suzuki Jimny третьего поколения от 1998 до 2018. И вот мы добрались до финала. Я обещал вас удивить. Держите. Пятая машина, которая переживет апокалипсис, это самый маленький внедорожник в нашем списке. Suzuki Jimny третьего поколения.
Да, вот этот маленький квадратный японец с мотором 1,3 литра и 85 лошадиными силами. Именно он. И сейчас я объясню почему. Jimny — это лонжеронная рама лестничного типа, зависимая рессорная подвеска, большой дорожный просвет, все в сочетании с компактными размерами. Это позволило Jimny пройти сложнейшие полевые испытания там, где тонули в песке мощные громоздкие внедорожники. Переведу на русский. Маленький японец проехал там, где застряли большие. Это не реклама, это физика. Меньше масса, меньше давления на грунт, дальше едешь. На бездорожье углы въезда и съезда достигают 40 и 49 градусов соответственно, а глубина форсируемого брода составляет 450 мм. Это цифры серьезного внедорожника в корпусе городского автомобиля. Рама крепится к кузову за счет 8 резинометаллических опор. С учетом компактности модели это гарантирует превосходную жесткость конструкции. Передняя и задняя подвески зависимые пружинные, неразрезные мосты. Все как у взрослых, только меньше. Стоп, вот самый важный факт про этот автомобиль. Ни один из владельцев не пожаловался, что Jimny опустошает карман и высасывает деньги. Не слишком разорительным оказывается техническое обслуживание. Налог просто минимальный. 20 лет выпуска с 1998 по 2018 практически без изменений. Автомобиль выпускался в практически неизменном виде 20 лет, и спустя 3 года после смены поколений все еще не воспринимается как выходец из прошлого. Это не автомобиль, это эталон. А вот кое-что, о чем официальные источники говорят тихо. В Японии все автомобили этой модели положено ставить на мобилизационный учет, а поперечные габариты выбирались с учетом возможности размещения в трюмах быстроходных десантных барж в 2 ряда. Ширина кузова по размеру десантной баржи. Это не совпадение. Японская армия выбрала именно этот автомобиль. Не потому что других не было, а потому что лучше нет. Бюджет сегодня от 350 тысяч до полумиллиона рублей. Это самая доступная машина в нашем списке. Маленькая, тесная, медленная и абсолютно неубиваемая. Апокалипсис Jimny переживет. И еще попросят добавки. Заключение. Вот и весь список. Toyota Land Cruiser 70-й серии – машина, которую одновременно выбирают миротворцы ООН и все остальные. Nissan Patrol Y60 – громкий сосед, который едет везде и всегда. Mitsubishi Pajero второго поколения, 8 побед на Дакаре и цена подержанного хэтчбека. Jeep Wrangler TJ – американец, который случайно попал между 2 проблемными поколениями и выжил. И Suzuki Jimny – маленький японец с шириной кузова по размеру десантной баржи. 5 абсолютно разных машин. Одно общее качество. Они не ломаются тогда, когда это нельзя себе позволить. И именно за это их выбирают люди, которые серьезно относятся к тому, куда едут. Теперь самый важный вопрос. Какая из этих 5 машин ваша? Не которую хотите купить, а которую уже купили или которую видели в деле. Пишите в комментариях реальные истории, реальные километры, реальные ситуации, из которых эти машины вас вытащили. Именно такие комментарии я читаю первыми, и именно из них рождаются следующие видео. И последнее. Если вы хотите знать, какие 5 внедорожников до 500 тысяч рублей стоит купить прямо сейчас, это видео уже на канале, ссылка в описании. Там другой список, но те же принципы. Надежность, простота и полное отсутствие желания ломаться. Лайк, если Jimny в этом списке вас удивил. Подписка, если хотите знать, какие машины выбирают люди, которым ломаться нельзя. До следующего видео и выбирайте машины, которые переживут все, включая вас.